Западные мультфильмы редко раскрывают свои идеи через мрачные депрессивные сцены и концепции. И даже когда они пытаются это сделать, в большинстве случаев у них не получается. Создатели не могут заставить зрителей ощутить всю глубину таких сцен, и когда они это понимают, то заполняют свои картины мотивирующими фразами или песенками. Японские же креаторы наоборот, стараются максимально часто наполнять свои произведения подобными депрессивными эпизодами, монологами и так далее. Создатели аниме почти всегда раскрывают внутренний, порой довольно жуткий мир своих героев. И как в одном, так и во втором случае, как мне кажется, авторы уходят в абсолют. Есть небольшое количество произведений, которые умеют работать как с подавленностью, так и с явно радостными аспектами своих произведений. И одним из таких мультфильмов является история про гавайскую девочку Лила и инопланетного монстра Стича. Это невероятно красивая и в то же время мрачная история. И хоть картина большую часть времени пытается выглядеть веселой и забавной, на самом деле все время, почти до самого конца, она является трагедией. Главная идея мультфильма максимально понятна любому зрителю. Ахана важнее всего, а Ахана значит семья. И семья здесь это вовсе не родственники, а любые люди или даже не люди, которые близки для вас не по родословной, а по духу, которые понимают вас и готовы прийти на помощь. Каждый, кто смотрел Лило и Стич, это понимает. Но меня больше интересует то, как авторы раскрывают нам эту идею через мрачную и суровую правду, как герои пришли к тому, к чему они пришли. Я бы хотел взглянуть на их путь от начала и до самого конца. Конечно, говоря об этом, я имею в виду исключительно первую часть, без всяких продолжений или сериалов, только оригинальную историю, ведь она слишком отличается от остальных мультов франшизы, и ее можно воспринимать как отдельное произведение. С самого начала мультфильма все кажется обычным, я бы даже сказал, что мир на Земле кажется райским. Лило плавает в океане под уносящую твой разум музыку. Тебе хочется оказаться там, но с продвижением сюжета все оказывается не таким уж и радужным. Когда нам начинают раскрывать бэкграунд и внутренний мир персонажей, мы понимаем всю грусть этой истории. Я бы рискнул заявить, что все герои Лило и Стич с самого начала никому не нужны. Буквально каждый герой, не только Стич. И весь мультфильм — это их путь к нахождению близких себе существ, тех, кого можно будет назвать Аханой. Каждый из основных героев картины с самого начала сам по себе, одинокий, никому не нужный. Первое, что приходит на ум, это история Нани и Лила, и она, безусловно, основная в мультфильме. В их истории присутствует огромная доля трагичности. Я всегда пытаюсь ставить себя на место главных героев произведения, и когда я ставлю себя на место Нани, я осознаю всю безысходность ее положения. Только задумайтесь, ей 18-19 лет, ее родители умерли в автокатастрофе. Родственников, которые готовы им помогать, тоже не предвидится. И ей приходится брать все на себя. Она работает где попало, лишь бы каким-то образом дать Лило будущее. В то же время, в любую секунду, ее сестру могут забрать из-под ее опеки. Ее жизнь кажется безнадежной, будущее бесперспективным. Лило тоже находится в ужасном положении. Она переживает катастрофический период после смерти ее родителей. У нее нет друзей, и она не видит надежды на будущее. Она со всеми ругается и дерется. Ей всего 6 лет, но она уже просит Нани дать ей спокойно умереть. Это ли не трагедия? Но самое чудовищное в этом всем то, что это происходит в нашем реальном мире регулярно. Трагедия Нани и Лила — это одна история, которая в нашем реальном мире, увы, не одна. С другой стороны то, что происходит в космосе. История Стича не менее депрессивна, а скорее даже более. Но о нем мы поговорим подробнее чуть позже. Если задуматься, то даже Джамбо и Пликли одиноки и никому не нужны. И хоть мультфильм не заостряет на этом своего внимания, но так все и есть. Хотя я уверен, что где-то в мультсериале это уж точно раскрывали. Джамбо сумасшедший ученый, который никому не нужен на своей планете или где-то кроме Земли. Именно поэтому он решает остаться на нашей планете, ведь больше идти ему некуда. То же самое и с Пликли. В конце они оба находят свой дом, где им рады, где находятся близкие для них люди и пришельцы. Но куда большая трагедия – это история образца 626. Он был искусственно создан и запрограммирован Джамбой. По факту Джамбо – это бог для Стича, тот, кто дал ему жизнь. Изначально 626 был создан с одной задачей – разрушать. Он жаждет только одного – уничтожить все, с чем он соприкоснется.
И кто знает, может быть он бы действительно просто следовал своей программе и разрушал, если бы не попал к Лило. Попав на Гавайи, в место, где особо разрушать было нечего, он перестал видеть смысл своей жизни. До того, как он встретил и подружился с Лило, он действовал очень уверенно, каждое его действие имело смысл. Но вскоре он перестал понимать, зачем он все это делает. Стич осознал, что находится в середине ничего, он ощутил себя потерянным. Потерялся. И в этом моменте мы начинаем замечать в Стиче самих себя. Мы, когда были детьми, имели определенный смысл, нам было просто интересно. Либо же мы просто не задавали себе подобные вопросы. Со временем, когда мы уже более взрослые и сознательные, мы начинаем самокопаться и осознавать, в чем вообще смысл. И хоть объективный смысл жизни узнать сейчас не представляется возможным, так как мы не знаем, кем вообще являемся, то субъективный смысл мы можем найти всегда. И это именно то, что происходит со Стичем. А теперь давайте взглянем на него с немного другого угла. Он монстр. И хоть ему самому сперва все равно на то, что о нем думают другие, но чуть позже семья, которая стала для него важной, вдруг отвергает его. Хоть он и изменился внутри, окружающие все равно продолжают видеть в нем монстра. Примерно та же идея была и в первой части Шрека. И хоть в отличие от Зеленого Огра, Стич не пытался играть роль монстра, другие от него только этого и ждали. Джамбо не верил, что 626 может изменить в своей программе и начать жить в соответствии с тем, что он считает правильным. Но ощутив любовь других по отношению к нему, он магическим образом преображается. Очень важным моментом является сцена на пляже, когда 626, имеющий единственную слабость воду, сам и просится в эту воду. Джамбо этого не понимает. 626 охотно снова полез в воду. Но он же не пловец. Зачем же ему так рисковать? Кажется, будто у Стича полетело программное обеспечение. Но именно этот момент символизирует то, что Стич перестал действовать в соответствии со своими первичными инстинктами и начинает жить своей собственной жизнью, которую он выбрал. И вот это действие Стича можно интерпретировать как вечную борьбу разума человека с его инстинктами и эмоциями. Мы почти всегда стоим перед выбором действовать на эмоциях или основываться на разуме. Очень часто побеждают эмоции, и именно поэтому люди совершают абсолютно ненужные покупки, уходят в алкоголизм или заводят нежеланных детей. Также в отношениях 626 и Джамбы, если задуматься, можно заметить параллель с библейским сюжетом книги Бытия. Джамбо – Бог, даровал жизнь 626 и запрограммировал его по-своему. У Стича, так же как у Адама и Евы, была свобода выбора. И он, словно Ева, вкушает запретный плод, вопреки тому, что его Бог в него вложил, и тем самым начинает жить иначе. Конечно, возможно это несколько натянуто, но я пришел к такой занятной идее. Лило и Стич – это гадкий утенок 21 века. Это история про несчастных, никому не нужных существ, которые в конечном счете оказываются в одном месте и становятся менее несчастными. Еще одна интересная деталь относится к Стичу и Лило. Сперва у Стича не было даже имени, его звали 626. Но когда он попадает к Лило, та дает ему имя. До этого момента 626 жил в неведении, он не понимал, кем является. После обретения имени он как бы стал определенным. Он начал понимать, кем является, и перестал жить в неведении. И тема с именем довольно интересна на самом деле. Мы, люди, имеем имена. Нас не зовут 98241, нас зовут Олег, Джордж, Оксана, Рэйчел и так далее. И ведь это не просто так. Наше имя помогает нам определить, кто мы, кем мы являемся в этом мире. Если вас спросят, кто вы скорее скажете свое имя и фамилию. В конце своего ролика про смысл Каролины в стране кошмаров я озвучил один диалог из книги Каролины и попросил вас написать свои догадки о нем. Суть диалога заключалась в том, что кот из Каролины говорит девочке, что у него нет имени, так как он знает, кем является. В то время как у людей есть имена, ведь они не знают, кем являются. И возможно, нам просто необходимо какое-то имя, название, чтобы определять себя в обществе и в мире. Будто бы без него мы просто неопределенно где-то витаем. И для подтверждения можно вспомнить записки тех, кто побывал в концлагерях во время Второй мировой войны, и нам станет все понятно. Там людей называли по номерам. И Виктор Франкл, ощутив все это на своей шкуре, пишет, что значение человека, номера слишком уменьшалось. Они переставали чувствовать свою идентичность. Конечно, на это влияло и множество других ужасных факторов, но тем не менее. Благодаря тому, что Ахана дала определение Стичу, что она дала ему любовь и понимание, Стич обрел свое прибежище.
Так же само, как и Лило, Джамбо, Пликли, Нани и даже Кобра-бабочка с Дэвидом. Это история о долгом пути домой. Студия Disney уже давно захватила всю индустрию. Часто они выпускают конвейерные произведения или ненужные продолжения своих уже известных историй. Тоже они сделали и с Лило и Стич на самом деле. Но первая часть — это именно то, что заслуживает отдельного места в истории. Я очень люблю эту картину. Она, хоть и раскрывает многие уже шаблонные идеи, но делает это своеобразно. История не выглядит клишированной. Еще мне очень нравится музыка произведения и нетривиальная атмосфера Гавайев. И в принципе, я думаю, любого райского острова. Лило и Стич на самом деле это комедийная история с очень выраженными трагичными аспектами. И, как я и сказал, первая часть будто бы совсем иная. На этом мы сегодня закончим. Большое спасибо вам за просмотр данного ролика. Можете ставить лайки и писать комментарии, чтобы помочь этому ролику продвинуться. Ну я пошел. Еще увидимся.